Потому что наша так называемая цивилизованная жизнь в городах, она подразумевает использование очень большого количества всяких химических веществ. Because we got habituated, therefore we can't identify or discriminate what we are using. Из-за того, что мы к этому уже сильно привыкли, мы не можем различать, мы потеряли способность различать, уже не замечаем их употребления. Because, for example, when you have headache, immediately you take some painkiller and get rid of the headache. Ну, например, мы привыкли к тому, что если у нас какая-то боль, то мы немедленно пьем какое-нибудь обезболивающее. Если боль в голове, то мы пьем. But we never try to observe why the headache, what was the cause and how. Даже не пытаемся понаблюдать, почему возникла головная боль и в чем ее причина. Even for those conditions which are not actually diseases, we use so much of medication. Даже для тех состояний, которые на самом деле не являются болезнями, мы используем много лекарств. So, for example, for many days, if you have so much of stress of physical activity and or due to some frequent journey or something else, you may feel tired and you may get some things like headache or body pains or some fever like this. Например, если мы ведем очень активную жизнь, много работаем, перегружаем себя, то в какой-то момент у нас начинается головная боль, или у нас поднимется температура, или какие-то другие нарушения возникнут. Then what we do, immediately we go to a doctor and then the doctor prescribes so many medicines and we use all the medicines upon body. И в этом случае мы бежим к доктору, он предписывает нам какие-то лекарства, мы немедленно их принимаем. But if you just understand this, you need not use all the medicine. For example, in this case, you can apply some oil to the body, like sesame oil. И мы не понимаем, что если мы вообще не будем ничего принимать, а в этом случае, например, намажем себя маслом кунжутным. And you can take some shower. Потом примем душ через какое-то время. And then you have some light food and take some rest. Потом какую-то легкую еду поедим и отдохнем. Then by next day you can be completely normal. There is no need to use any medicine. Тогда на следующий день мы будем абсолютно здоровы и не нужно будет никакие лекарства пить. But due to fear, we immediately rush to the doctor. Но из-за того, что мы боимся, мы немедленно обращаемся к доктору. Or due to fear, you use so much of chemical medicine also. Или из-за того же страха мы начинаем принимать медикаменты. So this is why we very much suffer from so much of ill health. И именно из-за этого мы столько страдаем из-за нездоровья. So this swastha vrutta, if we follow this swastha vrutta, then you can keep your health without falling sick. Если мы будем следовать этим процедурам, предписанным для здоровых людей, чтобы не потерять здоровье, тогда мы все время будем оставаться здоровыми. For example, about our waking up from sleep. Например, что касается пробуждения после сна. So if we go to sleep in the night, if we go to sleep at proper time without so much of delay, then it is easy for us to wake up from sleep. Ну, например, если мы вечером ляжем вовремя, не очень откладывая свой отход ко сну, то утром мы легко проснемся. But nowadays, most of the people, they go to sleep very late at night because of some habits, you know. So if some are addicted to see the television programs and some are otherwise engaged.
Но в наше время очень многие люди очень поздно ложатся, потому что кто-то там имеет зависимость от телесериалов, другие занимаются еще какими-то делами и ложатся поздно. Then after some time the body gets habituated in the same manner and therefore you cannot sleep. И через какое-то время человек привыкает к такому позднему отходу ко сну, и потом, если он вдруг ляжет вовремя, он не сумеет заснуть. Therefore you cannot get up from sleep at a proper time. А поздно ложась мы не можем встать вовремя. So then what happens? Our daily life becomes stressful because we have to wake up and then we have to rush to our А как work. следствие наша жизнь становится слишком суетливой, потому что мы встаем поздно и нам нужно много успеть, мы начинаем спешить, бегать. So always you become restless and hurry. И мы становимся Hurry. мы становимся торопливыми и беспокойными. So if your sleep is disturbed, then you will not have the freshness during the daytime. То есть, если наш сон будет нездоровым, нарушенным, то у нас не будет хорошего дня. So there will be a disturbance in the rhythm. И начнется нарушение вообще ритма Because жизненного. our mind and our body, they are also connected to the rhythm. Потому что и наше тело, и наш ум, они соединены с ритмами природы. And if we do not keep proper alignment with the rhythm of the nature, then we will fall sick. И мы, как часть природы, если мы не согласовываем свои действия с ритмами природы, тогда мы заболеем. So we should have some time for some observations and to make some adjustments in the morning before we have to go to the work. Мы должны иметь по утрам время для какого-то наблюдения за собой и настройки себя перед тем, как начнем работать и вообще какую-то дневную активность начнем. And that is possible depending upon when we wake up from sleep. И такая возможность у нас появляется в зависимости от того, когда мы встаем утром. Появляется или не появляется в зависимости от того, когда мы встаем. So therefore, Swastha Vrutta is given much importance in the Ayurvedic science. Вот поэтому Свастха Вритте дается очень большое значение в Аюрведе. Придается очень большое значение. It gives all the rules of our diet, our alimentation. Свастха Вритте дает нам все рекомендации, все необходимые рекомендации по поводу нашей диеты, питания. And also it explains about how should be our attitude towards our work and transactions in our life. Также она дает нам объяснение, каким должно быть наше отношение к работе и наше отношение к коммуникациям с другими людьми в нашей ежедневной жизни, повседневной жизни. The most important thing what we have to observe and understand is Самая главная вещь, которую мы должны понять, это about our procedures in making our food and diet and these things. это то, как мы должны питаться. For example, if we prepare our food in such a manner that we use generally, now we use many types of vessels which are made some combinations, and mostly aluminum and these things are involved in the vessels. Ну, например, что касается того, в чем мы готовим пищу. В наши дни мы используем много разных непонятных сплавов, в том числе алюминий.
для приготовления пищи, алюминиевые кастрюли. And also we want to shorten Также мы and все the время time стремимся сократить время приготовления to пищи. prepare food, and because our importance is given for other things. Потому что мы придаем большое значение, большую важность всяким другим вещам. So if you prepare the food and during the preparation, if the food is not exposed to light and air, Например, если вы готовите еду и во время приготовления еды еда не входит в контакт со светом и с воздухом, so that food cannot make proper nutrition, even though эта пища не может дать нам должного питания, даже несмотря на... and the food which you prepare Несмотря на very свое quickly, еда, которая готовится очень быстро, Как можно приготовить без света и воздуха? в скороварках, Микроволновка. в микроволновке. В печи как? Что в мультиварке нельзя готовить? В мультиварке нельзя А в готовить. горшочке в печке? Да? Горшочек когда закрыть в печке? Качки, хорошо. Не, ну можно- Сейчас все расскажут, не спрашивайте. Many questions came. yes, Because our first question was how it is possible without any contact with light and air. I answered those already that it is so-called multi-purpose Yes. so pot, Yes. so, yeah, which close. is Нет, closed там же during можно preparation. открывать, постоянно помешивать. Можно? Там даже можно готовить с открытой крышкой. Если с открытой, тогда можно. Мультиварка. А про печь, что и про горшочек. So she Духовка тогда. she said that it is possible to open this, so it's okay. If it can be opened, it is okay. Yes? Если ее можно открывать, то это нормально. Во всем, что в закрытом виде. А духовка тогда? Считается же, что духовка открывается. Духовка открывается. А печь-то в горшочке. Горшочки. So in the ceramic pot, if you put it into the oven, it's okay. Yeah? Because in the oven there is air. Also, it is not closed and dark, so there is some light. The most important is that the substances that are being cooked should have contact with the light and not the artificial light, but normal light and air. That is important. Ну, в общем, нужно, чтобы пища обязательно знала контакт, была в контакте с воздухом и со светом, но не с искусственным светом, а с натуральным. Ну, духовки сейчас делают со стеклянными этими, там нормально. And also using for heating, you can use very fast things like microwave. Точно так же мы используем для быстрого разогрева микроволновки, например. So such things will not, they will make a disturbance in the quality of the food. И такие вещи, как микроволновка, они качество пищи очень ухудшают. Они нарушают это качество. Using microwave to heat the food is very dangerous. Использование микроволновки для разогрева пищи also for preparing. Для приготовления и для разогрева пищи очень опасно. For preparing and for reheating and all these things. Для разогрева и для приготовления. И для того, и для другого. Микроволновка. And also the food which is preserved for a long time. Также вредна пища, которая хранилась долгое время. Можно вопрос тогда? Can I ask question? Можно на английском? Можно? In our region, in the winter, there is nothing fresh because we have very cold times and we У have нас to preserve в наших cells широтах зимой for ничего свежего не бывает. vegetables, and we eat them for like the whole winter.
Or Потому что the, мы летом накапываем свою картошку и едим всю зиму. or the other But those vegetables, alternative is to buy the fruits which are chemically planted by Альтернатива strange покупать people. химические, химическую but those, but Living for thousands of years like this. But those vegetables, you have not cooked and kept for a long time. Yes, Cooking, after cooking, yes, yes. of No, course. морковь-то это сырой. Консервы, я имею в виду. А, Сделано консервы. много там квашеную капусту, Да. там, салат. So we are making this, with reserves with our cucumbers, for example, like pickles or something, or also fermented cabbage, a lot usually. Fermented. sour cabbage. Sour cabbage, fermented, only with salt. It is only cabbage and carrot put with salt for 3 days. It is fermented in the warm place. Then it is closed, put into some cold place, and it can be kept till the springtime. So it is like fresh. But we don't have anything to eat else because it's very cold and windy. You don't have potatoes? Что, картошки нет у вас? Well, that's additionally, but we eat lots of this preserve. And you don't have cereals? И зерна, что ли, нет у вас? No, this we eat of So it is always possible. And milky products, dairy products, Milk, dairy products are. и молочных You продуктов. don't have milk from the cows the whole of winter? У нас разве нет молока целую зиму? Всю зиму. Yeah, but this we all have, but vegetables is the most important. Yes, that's important, but when they are not available, but you can survive on cereals and Нет, вполне можно говорит, прожить и на зерновых, на свежих овощах, ну, то есть на овощах, сохраненных в свежем виде, и на молочных продуктах. you know there are in Himalayas, you have seen Badrinath and that place. Например, в Гималаях, в Бадринатхе, The whole of winter, some people they stay there only некоторые люди там живут всю зиму, using potatoes, и они едят одну картошку. and they have some of these cereals they keep there, and then И зерновые, которые они там they, едят. they survive when it is they are completely under the snow, but still И они там в таких регионах, куда ничего невозможно привезти, потому что все там в снегу. Вот, и они живут на этом. Да. Very happy. yes. And They have more sun. They have more sun. in winter, no, in winter when it's It is completely also covered with snow, sun will Great, be on top, great. but not inside. Because their houses are also completely covered by snow. как говорит, там солнца больше, да нет, говорит, там Один только- час в день. Один час в день. появляется. One house in one day. Yes. У них тоже солнца нет, оказывается, зимой. А час выходит и загораешь. Ну да, потому что там же And I have seen in France, one of my friends is there, he is having his garden, he has many pumpkins, and he keeps these pumpkins for the winter like that, because it is cold, they are not spoiled, and whenever required, they cook these pumpkins. And Или вот, например, у меня, говорит, есть друг во Франции, он выращивает очень большое количество тыквы, и эта тыква, говорит, очень прекрасно хранится весь год, особенно в прохладном месте, и он берет эту тыкву и ест ее целый год. Нормально. Какие хорошо хранятся. Смотря куда получится. Окей. But other than this period of winter also, people they cook and preserve in the fridge. Why?
to do Но that. даже в другие сезоны, если даже отставить в сторону зиму, я знаю, говорит, что люди держат свои продукты в холодильнике и используют это. So it has become a habit like that. Потому что это просто стало привычкой. So you mean that we shouldn't use the fridge? She says. For some things which you cook and put in fridge and reheat it and eat it, this is bad. Окей. Нельзя использовать холодильник для того, чтобы держать в нем приготовленную пищу, потом разогревать ее снова на... А если освещенная пища? If it is просадом, Even prasadam. даже просад нельзя разогревать. Because God will never ask you to do these things. Потому что Бог никогда не ожидает от нас того, чтобы просад поставил в холодильник. Потом, да. Но потом отложим. Я 100% могу сказать, если иметь привычку есть только вот приготовил, съел, потом разогретые... Вообще невозможно. Да, Это точно. Marina said that she checked this on her practice. When you eat only freshly prepared food, then if you just try to eat reheated food, it is very disgusting. Yes. Трудно нам с идеей недельных щей перейти на идею новой этой свежей пищи. Да? Okay. Let's continue. Елена пропустит. Застряли на холодильнике. Менять мозги. Долгий процесс. Так сразу. Because we often interrupt the normal working of the three basic tissues or the working of our vital force because of our wrong procedures in our daily life. Мы часто сами нарушаем деятельность наших трех базовых тканей просто из-за наших плохих привычек в обыденной жизни. And also the functioning of the balance of the functioning of these also disturbed by the wrong activity of our mind also. И также нарушение в деятельности трех тканей наступает из-за нашей неправильной умственной деятельности. Because when your mind is excited or if you have anger or you have jealousy like these things, Например, если наш ум перевозбужден, или мы испытываем такие чувства, как гнев или ревность. so these disturbances of the mind will be carried on to the disturbance to disturb the vital functions, the vital force. Эти нарушения в деятельности нашего ума, они приведут к нарушениям в деятельности наших тканей, нашей жизненной силы. Now I will explain how this phenomenon is explained in the science of homeopathy also. Я сейчас объясню, расскажу, как это объясняет наука гомеопатии также. When you have any sort of distortion at the level of your mind, suppose you are very angry about somebody, Если у нас есть какое-то нарушение на уровне деятельности нашего ума, например, мы испытываем гнев по отношению к чему-то или кому-то, then the flow of the energy is interrupted. тогда движение нашей энергии, оно прекращается. Similarly, if you make any disharmonious thought about some person, То же самое, если мы плохо думаем о ком-нибудь, that also interrupts the
proper flow of energy. Это тоже прекращает правильный ход, правильный ток нашей энергии. And also due to lack of discrimination also our mind will be influenced by the behavior of the other person also. Или, например, из-за отсутствия или нарушенной способности развлечения мы можем претерпеть какое-то влияние со стороны других людей. For example, Пример. if a person has insulted me, for example, Например, человек меня оскорбил. then if my mind makes a reaction, Тогда, если мой ум реагирует на это оскорбление, you see how we react to it. как мы на это реагируем? The person who has insulted, the person who has insulted or who made some insult, he has afterwards, he is okay. Что тут происходит? Человек оскорбил нас, He is через okay. минуту забыл об этом, он уже давно очень хорошо себя He is чувствует. okay means afterwards he will, there will be some disturbance, but immediately disturb this, I feel, oh, I was insulted by this person. Ну, говоря о том, что он в порядке, я, конечно, имею в виду, что через какое-то время он все равно получит свой результат своего оскорбления. Но сейчас мы говорим о том, кого оскорбили. Тот ушел, уже забыл об этом, а мы продолжаем об этом думать. О, он меня оскорбил. That means I have received this. Это значит, что мы получили это оскорбление. So this Мы is, его приняли. Получили. Приняли, да. so this is where we have to understand. If the problem will be only when you receive it. Вы должны понять, что проблема наступает только в том случае, если вы его получаете, если вы его принимаете. Then if I receive it, then what happens? И если вы его приняли, то что происходит? So then when I go home and then I keep on feeling that, oh, this fellow has insulted me. Я иду домой, и все еще у меня вот это чувство есть, о, меня оскорбили, этот человек меня оскорбил. So the whole night I cannot sleep Всю ночь не могу спать, because this fellow appears before me in my mind. потому что в моем уме этот человек все еще стоит, оскорбляет меня. Suppose somebody said to me that you are a fool. Ну, например, кто-нибудь сказал, ну ты дурак. And then I received this and then after going home, Ну, я принял это. he only said once, Пришел домой, он сказал всего один раз. but his image in my mind keeps on calling me you are a fool for 100 times. Но его образ в моем уме, она все называет и называет меня дураком, уже 100 раз назвал. And I cannot sleep the whole night Я не могу заснуть целую ночь, because he is calling me fool. потому что он опять называет меня дураком. Похоже, что он был прав, это называется. And then and then I prove myself to be really a fool because I have received this. Это именно то, что сказала. Это похоже, и после этого я доказываю себе, что я действительно дурак, потому что я это принял. And what happens? This disturbs the rhythm of my breathing, the rhythm of my heart. И что при этом происходит? Это вызывает нарушение в ритме моего дыхания, в ритме моего сердцебиения. And in the morning, when I get up and then I feel reeling. И когда я встаю утром, я чувствую себя не в себе. Then I go to the doctor. Потом я иду к доктору. And the doctor make investigation of my blood pressure and says, oh, your pressure has gone up. И доктор проверяет мое кровяное давление, говорит, о, у тебя такое высокое кровяное давление. And then he gives some medicine for this. Потом он дает лекарство. And this idea of insult stays for a long time in my mind. И эта идея оскорбления, она остается в моем уме очень долгое время. You know,
all this acts upon our vital body. То есть все это действует на наше жизненное тело. Because it has created a strong impact on the functioning of the vital force. Потому что это произвело очень сильное воздействие на нашу жизненную силу.